Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Полина Реутова на связи прямо сейчас. Полина, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо большое, что смотрите, что подписываетесь. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Подписывайтесь на Полину Реутову, оптимистка в штатском. Ссылка в Телеграм будет в описании к этому видео. Начать я предлагаю наш сегодняшний разговор с Трампа. Точнее, санкций Трампа. Путин выходит и говорит, что существенно не повлияет экономически. Трампу задают этот вопрос, где он с важным заявлением выходит по поводу Венесуэлы, да, по поводу там бомбежки Венесуэлы, сухопутной операции. В общем, задали вопрос, так Путин говорит, санкции нипочем. А он говорит, через полгода увидим. И вот эти полгода я хотел бы с вами обсудить. Действительно ли это переход на какой-то новый способ трансляции реальности у Дональда Трампа? И озвученная вот эта вот временная рамка, это будет означать, что полгода будет продолжаться война, и вот потом, собственно, эти санкции что-то да и включат, какую-то заинтересованность с российской стороны останавливаться по линии боевого соприкосновения. Во-первых, по поводу того, что и зачем делает Трамп, я как считала, так и считаю, что сам факт, сам способ анализировать возможен только медицинский в данном случае. Я сделала запрос у одного известного психиатра-нарколога российского, сможет ли он помочь мне проанализировать его поведение, потому что иначе, кроме как с медицинской точки зрения, это рассматривать не представляется возможным. Касательно того, сколько будет длиться война будет длиться ровно столько, сколько потребуется, в том смысле, что она завершится только на поле боя в результате того, что будет происходить на поле боя. А вот эти побочные истории про санкции, я далека от мысли, что наше начальство не предполагало, что санкции против ключевых компаний, занимающихся нефтепродуктами, будут введены. Я думаю, что все-таки предполагали. Эти риски, скорее всего, были как-то прохеджированы, потому что с учетом экстравагантности нынешнего американского начальства с гораздо меньшей степенью предсказуемости, чем у предыдущего, я думаю, эти вещи просчитывались, конечно же. По поводу того, это мы уже сказали, да, сколько она будет длиться. Она будет длиться не столько, сколько хочется американской администрации, а ей, как мне представляется, хочется, чтобы это закончилось как можно скорее, потому что они не являются посредниками, несмотря на то, что рассказывают через день, что это не их война, ни нынешней администрации, ни лично Трампа. Посредником он не является, потому что его страна, которую он возглавляет, ведет прокси-войну с Российской Федерацией, и это один из элементов прокси-войны. И он таким манером сам себя выписывает даже из иллюзорности посредничества тем, что такие недружественные действия в отношении России предпринимает. Потому что это далеко от миротворчества, особенно в контексте заявлений о возможной наземной, безусловно, демократической, тут мы не ставим под сомнение, операции, значит, в Венесуэле. И с учетом туманности формулировок, наркобарыгами он там может объявить примерно всех. И со словами «мы будем каждого убивать, кто торгует наркотиками», а у него может статься, что наркотиками вся Венесуэла торгует. Доказательств никаких не нужно. Обоснование действий сомнительного военного характера уже получено, уже все было заявлено, поэтому, как говорится, миротворец, которому не дали Нобелевку, заявляет о начале очередной военной операции. Окей. Но самое ужасное, что если мы с вами так анализируем на экспертном уровне, то людям, принимающим решения в других странах, допустим, в России, приходится это анализировать на серьезном уровне, то есть пытаться подвергать анализу, что изначально подвергать анализу без помощи медицинских специалистов, мне кажется, дело ошибочное. Возможно, наше начальство уже к этому
пришло, и, наверное, психиатры помогают анализировать тоже мотивы, чтобы какие-то прогнозы строить. Потому что наши вынуждены это делать, вынуждены действовать в тех обстоятельствах, которые предложены, раз уж такой кадр возглавляет Соединенные Штаты. Это сверхдержава с ядреной кнопкой. Ну, тут, смотрите, тут очень... Так. Смотрите, с какой стороны можно подойти. Ну, просто проанализировав все происходящее. Ну, окей, санкции. Вторичность их под большим вопросом. Ну, то есть, имеется в виду, что есть новости о том, что какие-то компании чего-то перестали отгружать, какую-то нефть. Имеется в виду индийские и китайские. Да, то есть... Новости есть, но это же не означает, что не создадутся какие-то новые компании. То есть вторичность, ну, в общем, строгость вторичных наказаний или ограничений, вот это вот возникает, вот здесь возникают вопросы. Ну, плюс, конечно, все носятся с этими пакетами. 19-й пакет, вот уже там унитазы запретили, биде из Российской Федерации. Путин тоже это комментирует, да, то есть такая, ну, курьезная история. Но я бы хотел о серьезном. За вот этой всей ширмой мы имеем, точнее, не имеем томагавков, мы имеем обезжиривание Европы, санкции бьют исключительно по Европе, мы имеем мечущуюся Бельгию, которая говорит, ребята, у нас самое большое количество активов, ну, как у страны, российских, а вы тут крутите-вертите, чтобы за счет этих активов сначала процентов, потом тела, поставлять оружие в Украину и финансировать украинскую армию, финансировать украинский бюджет. Ну, то есть, это серьезный удар. Вокруг этого вот это сейчас вот эти все пляски и, собственно, вот эти все недомолвки. Зеленский, конечно, выглядит королем в Брюсселе. Он, собственно, улыбается. Он говорит, смотрите, как я классно съездил в Соединенные Штаты Америки. Будапешт отменили. Томагавки не дали, ну, он об этом не уточнил, конечно. Он говорит о том, что санкции ввели. То есть, вот смотрите, какой успех. То есть, продать как бы есть что. Но если трезво посмотреть на вещи, то получается, что, собственно, ничего существенного в плане остановки войны, о которой сейчас кричит Зеленский на каждом углу, о том, что давайте останавливать по линии боевого соприкосновения, ну, в общем, и близко нет. Получается, что тут хочешь не хочешь, включаешь какое-то конспирологическое мышление, что это тоже часть договоренностей. Ну, мол, все, что вы еще хотите от Дональда Федоровича? И санкции уже ввел. И говорит, оружие, пожалуйста, давайте, покупайте. То есть, он полностью как бы устранился и еще и демонстрирует, что не-не-не, смотрите, я не за Путина. Он, смотрите, я санкции ввел. Ну, по поводу Европы. Там же на повестке у нас ежедневно это изъятие русских денег. Им изъятие доходности от русских денег мало, они бы хотели изъять все. У нас вчера МИД сказал в лице Марии Захаровой, что будет ответ на принципах взаимности. Но если посмотреть на принцип взаимности в Российской Федерации, ни много ни мало, по самым скромным оценкам, европейских активов порядка 215 миллиардов евро. И если представить этот принцип взаимности, как бы я делала, у меня на эту тему уже текст написан, мое предложение в случае, если деньги будут изъяты, поступить зеркальным образом. Только если там деньги осядут по карманам евробюрократов на распилы и консультационные счета уйдут, то мы бы могли их эффективно потратить на нужды специальной военной операции и прям указывать, что такой-то компании спасибо за новую линию танков, столько потратили. Прям открытую смету. Такой-то компании спасибо за новую линию БПЛА «Герань». Такой-то компании спасибо за «Ланцет» и так далее. Вот это был бы принцип взаимности. Мне кажется, что при всей маргинальности нынешнего европейского истеблишмента они плюс-минус понимают, что такой вариант возможен, но только в качестве ответной меры, потому что мы все-таки пытаемся еще играть в уже умершее, но тем не менее международное право.
и только по этой причине не действуем таким вот образом. Хотя, извините за жаргон, бабла здесь европейского более чем достаточно в России. При случае можно было бы реализовать наиболее эффективно. А потом в конце, по окончании СВО, еще и поблагодарить европейских партнеров за неоценимую помощь в выполнении задач, поставленных перед специальной военной операцией, по окончании, когда она будет закончена. И прям со сметой вот что, на что мы потратили. Спасибо, европейские партнеры. Без вас бы мы не справились точно. Был бы прекрасный троллинг, но это совсем уже рушит все основы. Хотя они уже разрушены, уж куда дальше непонятно, но тем не менее. Это по поводу того, почему они еще до сих пор не изъяли. Хотя очень хотят, а Бельгия бегает с вылупленными глазами. Понятно почему. Потому что она несет ответственность через свои финансовые институты за сохранность тех средств и активов, которые там находятся. И, естественно, инвестиционный климат от этого озонироваться не будет в случае, если оттуда деньга будет изъята. Это понятное дело. Касательно отстранения Трампа, отстранение бы выглядело следующим образом. Если бы он вышел и сказал, что это не моя война, и далее все. Не его война, значит, он не принимает никакого участия и не поддерживает тление этого конфликта, в том числе через санкции и в том числе путем хотя бы даже гипотетических возможных поставок оружия киевскому режиму и его так называемым союзникам. Это было бы действительно отстранение. А с учетом того, что он насается как с писаной торбой с этим украинским конфликтом, о чем это говорит? И с учетом того, между кем и кем идут переговоры, это, кстати, украинцам бы задуматься, войны завершают путем каких-то договоренностей, в том числе юридических и разных взаимодействий, стороны конфликта. Есть ли в настоящем случае украинская сторона в процессе? Нет. О чем это говорит? О том, что Украина, я это утверждаю, стороной конфликта не является, а стороной конфликта является тот, кто с ним насается и стремится его завершить. Он не из пацифистских соображений хочет это сделать, потому что Соединенные Штаты являются стороной конфликта, сами это признавали и говорили, что ведут прокси-войну с Россией на территории Украины, а с учетом их безудержного желания хоть как-нибудь скорее закончить, они понимают, что в достаточно краткосрочной перспективе этот конфликт проигран, и они не хотят фиксироваться, как сторона конфликта, как проигравшая сторона конфликта, потому что, особенно в версии Трампа, США исключительно и только всегда побеждают. Это держава победителей. Все 100-500 миллионов тысяч войн, в которых они принимали участие прямо или косвенно, они выиграли. И они не могут себе позволить даже в исторической проекции зафиксироваться как сторона, которая поддерживала, скажем так, аккуратно, другую сторону, которая проиграла. Потому что если это все присовокупить, мы поймем, что к чему. Поэтому подлинная сторона конфликта – это коллективный Запад, особенно Соединенные Штаты, потому что наибольшее ресурсов именно Соединенных Штатов было употреблено на этот конфликт. Украина стороной конфликта не является, и чтобы потом тоже полезная штука. У меня для народа есть объяснение, украинского и российского, кстати, тоже. То, что у нас тоже ошибочно рассматривают многие эту войну как войну с Украиной. Хотя наше начальство вполне четко объясняет, с кем это война на самом деле. Ни Россия не может проиграть Украине, ни Украина не может проиграть России, потому что они друг с другом на самом деле не воюют, в глобальном пределе. И поэтому Украина не может проиграть России. Она не является стороной конфликта изначально. То есть зрады здесь в этом отношении не будет. А перемога может быть только в случае, если Украина, к сожалению, таким жестоким достаточно способом, во многом мы довели до такого момента. Мы неоднократно с вами, Александр, в наших передачах об этом говорили, в том числе, что ошибка России здесь не в том, что была начата специальная военная операция, а в том, что были созданы все условия для того, чтобы она стала неизбежной. В данном случае это, конечно, упущение Российской Федерации, к сожалению. Но, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения. И Трампа, возвращаясь к нашему этому замечательному кадру, должен рассматривать
Ну, трудно анализировать, опять-таки, без психиатров, я здесь подчеркиваю. Я сейчас не шучу, это не сарказм. Здесь нужны специалисты профильного, определенного профиля по ментальным болезням. Только так это должно рассматривать. Но глобально, с учетом того, что у него большая команда, тот же, вспомним Марко Рубио, вежливо говоря, не пацифист, первое, второе неокон, третье не слишком комплементарно, скажем так, относится к Российской Федерации и фактически с учетом его совмещения должностей советник по нацбезопасности и госсекретарь. Это де-факто сейчас даже не Джей Ди Венс, а он это второй человек в государстве, во многом определяющий политику. Вот там с ментальным здоровьем, я думаю, все в порядке, и они действуют в контуре и симпатичном, а именно нанесение стратегического поражения России. И они полагают, что в долгосрочной перспективе, если лоббировать разные ужесточения, влияющие в том числе и на экономический климат, и на международный в том числе, то есть попробовать Россию отрезать от глобальных рынков или сильно помешать там в реализации своих природных энергоресурсов, соответственно, будет как бы меньше денег в казне, соответственно, будет меньше возможности вести боевые действия, и как бы якобы Россия будет вынуждена их завершить скорейшим способом. Но они не учитывают тот пункт, что да, у Украины как бы стороны этого конфликта вроде как много союзников, огромный западный конгломерат. Почему-то они не рассматривают тот факт, что у России тоже есть союзники, просто они пока в силу ненадобности не включились в процессы. А откуда уверенность, что если даже наступит такая ситуация, когда Россия будет вынуждена прибегать к помощи более активной того же, например, Китая, который может поучаствовать, и который, как мне кажется, все сливки, гешефты с этой войны снимает не без удовольствия. Северная Корея, которая, как минимум, живой силой, не говоря об оружии, может помогать. Иран в том числе. Ну и другие страны, если посмотреть, как бы тоже могут некоторым образом включиться. Откуда? Ну, это уже Третья мировая будет, конечно. Потому что мировые войны – это войны блоков, блоковые войны, где участвуют смотрите, более двух государств на уровне тут же очень блоков. важно, что если Третья мировая, то локализация этой войны, да, если это мировая война, и она уже обретает такие черты, то вряд ли все там ограничится территорией Украины. Я все-таки вот о войне в Украине. Давайте вот сфокусируемся. Вот вы говорите, союзничество, действительно, там, ну, можно там смеяться, можно подтрунивать, но северокорейцы, Буданов говорит, мы бы уже победили Россию и вышли бы на границы 91 года. Но северокорейцы, понимаете? Северокорейцы все испортили. Они очень, в Курской губернии очень они сильно помогли, без сарказма. Нет, ну, как бы, при чем здесь? Ну, то есть, вышли бы на границы 91 года, если бы не северокорейцы. Но это как бы такая очень, очень интересная, специфическая трактовка событий. О фронте. Есть такая волонтер Мария Берлинская. Был тяжелейший прилет в Чернигове по театру. Они там организовывали выставку дронов. И вот это пятном легло именно на эту фигуру в Украине. Она выкатила пост достаточно большой, где говорит о том, что фронт трещит по швам. Продвигается быстро, прорывается. Российская пехота через прореженные порядки ВСУ врывается глубоко в тыл на десятки километров, потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально одному человеку контролировать 150-200 метров, когда россияне малыми группами заходят за спины, они остаются, накапливаются, а затем атакуют. Киллзона от дронов достигает 30-35 километров. На каждый ваш вложенный доллар в дроны они противопоставляют уже 50-70. На каждого пехотинца 5-7. Людей не хватает катастрофически. Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, огромными потерями, но каждый день идут вперед. Призывают помогать ВСУ, чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы и Харьков. Если расслабимся, как мы умеем, эти города вполне можно потерять. Ну, такой алярмистская публикация, такой пост специфический.
Но ведь многие видят, что вот это раздергивание приводит к абсолютно неожиданным вещам. В дополнение к тому, что сказано Берлинской, вовсю уже серьезно обсуждается Черниговский фронт, там, где людей, ну, у мирных жителей нет света, в некоторых громадах 96 часов, то есть люди без света, без тепла. То есть Черниговский фронт как, ну, уже прям вводится в обиход вот эта формулировка. Плюс странная ситуация в Херсоне. Потому что есть заявление, что бои уже в городе Херсоне, сегодня определенный обстрел, погибшие люди, но там обстрелы перманентные. Город-призрак является областным центром Херсонской области. И получается, что вроде уже россияне на правом берегу. Кто-то говорит на островах правого берега, кто-то говорит уже заходят, проходят и так далее. Но все это от чего? От того, что нужно было срочно бросать резервы и силы на вот этот вот Добропольский край, ну, туда, Добропольский выступ, срезать и как бы Зеленскому отчитываться, что, смотрите, мы 4 села взяли, еще там десантники говорят в начале недели, подождите, покажите нам эти 4 села, которые освободили ВСУ. Ситуация проблематичная как раз-таки на фронте. Мы начали с вами разговор, и вы, собственно, анализ начали с того, что война решится на поле боя. Но у меня тогда логичный вопрос. То, что перечислила Берлинская, да, Запорожье, Днепр, Сумы, крупные города, или Купянск, то, что уже сейчас на подходе, Купянск, Покровск, там другие населенные пункты, могут ли активизировать переговорный процесс? Вот по-настоящему, не так, как Зеленский сейчас вместе с Ермаком, мы готовы к срочным переговорам по линии разграничения. А вот действительно изменение линии разграничения, она вот как-то влияет? Или нам опять скажут, ну что там, 3 села, там подумаешь, или там Покровск. Так там руины в этом Покровске. Ну, взяли руины, ну и все, воюем дальше. Ну, знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, как мне это видится, если провести историческую параллель, подлинное изменение будет, когда случится новая операция «Багратион» по масштабам и по последствиям, когда 25 немецких дивизий тогда были просто стерты с лица земли. Самое унизительное поражение вермахта – это 1944 год, операция «Багратион». Когда будет нечто подобное по масштабу, но опираясь уже на сегодняшние реалии, тогда, да, переговорный процесс совершенно в ином ключе пойдет. А множественные, но комплексные прорывы, которые в совокупности линию фронта сдвигают дальше на запад, ну, если с нашей стороны смотреть, мне кажется, из-за того, что они в общем пределе так масштабно не выглядят и все-таки таких масштабных последствий не имеют, пока все сохраняет иллюзию некоторого контроля. То есть идет медленное вялотекущее поражение, но как будто сдерживающее и контролируемое поражение. Вот как только эта иллюзия иссякнет и случится новый Багратион, тогда да, переговорный процесс сдвинется и будет совершенно в ином ключе выглядеть. Но это если говорить, смотрите, возможно, это важно, но говорить будут, получается, не с Украиной уже. Ну, это исходит из того, что вы говорили выше. Она не является стороной конфликта, конечно, нет. Либо она, знаете, как может стать стороной конфликта и субъектом? Если она как раз неверный будет термин сказать сепаратные. Ну да, пожалуй, сепаратные. Сепараты от своих западных кураторов, которых она называет союзниками, сепаратно пойдет договариваться с Москвой. Без криков в прессе, без громких анонсов. Потом хоба, поставили перед фактом. Все, мы, по документам же номинально независимое государство имеет право. Вот если бы нынешнее украинское начальство, де-факто выполняющее властные функции, сделало бы так, да, можно было бы говорить о какой-то субъектности, обретении субъектности. Но пока имеется только, как Павел Щелин у вас говорит, великолепный термин, негативная отрицательная субъектность.
То есть что-то положительное принести в сторону завершения этого противостояния не представляется возможным, а вот испортить очень даже. В этом отношении субъектность остается. И мне кажется, ошибочно, я об этом тоже писала, у меня про это большой текст, приглашаю всех в мой телеграм и в мой мах, дали маху. Ошибочно то, что мне кажется, это делается, кстати, умышленно, то, что и американцы, и европейцы, и украинская сторона, вот, коллективные зеленые ОПГ, что там сейчас де-факто управляет, они все умышленно и ошибочно сводят к территориальному вопросу. Хотя дело же вообще не в территориях. Дело в том, что Украина от своей цивилизационной среды вышла к онтологически враждебной ей тоже среде, потому что мы к одной среде принадлежим, и представляет угрозу даже не столько теперь и для России, там, для Беларуси, в первую очередь для самой себя, результат мы видим. Разрушение, деградация, руина, по всем пунктам упадок. Вот в чем проблема. Как только она из этой мортальности выйдет, неважно на какой границе, просто чтобы украинцы тоже поняли, дело-то не в территориях, а это смещение мотива на цель, которое делает наш противник умышленно, все сводя к территориям. Хотя наши тоже говорят уже прямым текстом, что до тех пор, пока первопричина. А первопричина – это не территории. Неважно, где эта линия пройдет, она может и отодвинется обратно, возможно, даже и на 91 год, вот гипотетически через много лет. Не суть, между нами границы не будет. И быть совершенно неважно, какие там границы. Главное, чтобы мы друг для друга не то что угрозы не представляли, мы все-таки семьей являемся, а у нас вот такая вот история происходит. Это, кстати, мой тезис отдельный, что Украина нейтральной быть не может. Вот еще. Это одна из первопричин. Я думаю, это мне пришло в голову где-то с неделю назад, точнее не то, что пришло, я это оформила у себя в голове, у меня про это тоже текст отдельно написан, что первопричиной должно рассматривать даже не то, что на Украине победила вот эта бандеровская идеология, нам враждебная онтологически, да, и самой Украине, кстати, тоже, а в том, что она пыталась играть в нейтральность. Изначально, с 91 года я заложила это в свою декларацию о государственном суверенитете и так далее. Сейчас объясню мысль. Поскольку мы, Россия, Украина, Беларусь, являемся онтологически, цивилизационно одной средой, то есть семьей, семья, если перенести вот эти взаимоотношения на семейную систему, можно ли быть нейтральным к своему брату? Вот брата обижают, допустим, или он творит какую-то дичь, начал употреблять, допустим, наркотики или какую-нибудь дурь, или в преступность впустился, а мы на него смотрим, будучи родственниками, близкими, и говорим, ну мы нейтральны, это его выбор. Это называется предательство. В семейной системе нейтральность – это предательство и преступление. Проблема Украины в том, что она пыталась играть в нейтральность, хотя к России она нейтрально быть не может, так же, как и к Западу, потому что Запад онтологический враг не только, противник, не будем так громко, противник, антагонист, контрагент, по-разному можно говорить. И к Украине тоже такое же отношение, потому что мы один организм. А если от тела руку оторвать и дать его подержать дяде Сэму, она от этого не оживет. Она будет умирать. Без центрального кровотока, хоть питательными растворами, можно как-то поддерживать, чтобы она внешне выглядела, чтобы гангрена не так быстро, там, разложение не так быстро начало происходить. Но она-то все равно умрет. Вот в чем дело. И главная проблема это была в том, что Украина решила поиграться в нейтральность. А отсюда уже через вот эти истории, уже изначально враждебные самой Украине в первую очередь, потому что это самообман про нейтральность. То есть ставить знак равенства между Россией и Западом невозможно. Это все равно, что я поставлю знак равенства между своей мамой и какой-то левой теткой на улице. А если эта тетка еще и с мамой конфликтует, соседка, а я рассказываю про нейтральность, я уже предам.
Понимаете, вот такая модель. Поэтому неизбежно вот это предательство, которое было заложено вот в основу этой нейтральности, хотя красиво выглядит со стороны, вроде ничего дурного, но если вот так через призму семейной системы рассмотреть, мы понимаем, что это преступное, это предательство. Вот пошел отыгрыш на более радикальные уже вектора, бандеровские, нацистские, даже фашистские, какие угодно. Ну, то есть то, что нам изначально понятно, что это дури, античеловеческие и все такое прочее. Особенно, если это обращено в нашу сторону со стороны нашего родственника. Вот так это происходило. Ну, То есть смотрите, Украину ни Майдан, ни Бандеры и ни Майдан погубили. А понимаете, попытка в чем поиграть в дело? нейтральность, которая вот в это все вылилась. Вот такая моя мысль. Родственники зачастую наибольшие враги. Ну, Конечно. самые большие Много враги. противостояний. И Не враги, а ссорятся. Нет, они не враги, они наиболее ожесточенным образом ссорятся, я бы так сказала. Понимаете, в чем дело? И тут... Не от большого ума. Тут возникает другой момент. Ну, вот есть мнение, и достаточно много подписчиков, они его... И, в принципе, тут сложно не согласиться, что уже как бы русский и украинец не будут никогда в тех отношениях, о которых сейчас так или иначе, ну, многие спикеры на моем канале поднимают, да, вот эти исторические пласты. Потому что вот эта война разорвала вот это вот главное, да, то есть понимание, что там один народ, не один народ. То есть и перспектива такая специфическая. Это же все приправлено там тем же Зеленским, да, о том, что, ну, вот смотрите, да, вот мы боремся за независимость, мы боремся за... Потому что там те территории, да, кому они нужны? Россия большая страна. Мы боремся за то, чтобы мы... Вот в основе та же типа нейтральность, которая вот во что вылезла, да. Ну, то есть, независимо. Мы хотим в Европу. Вот мы идем в Европу. Вот так вот. Хотим в НАТО. Идем в НАТО. Мы сами себе. А вот нас, получается, туда не пускают. И вот учинили эту войну. Поэтому тут как бы территория дело пятое. Да? А важно другое. Важно то, что вот мы вот такие самостоятельные. О самостоятельности, правда, нечего говорить. Все, чем дальше, тем хуже. И, ну, вот на самом деле и отношения. Ведь я помню, когда-то был период, помните, Арестович говорил о том, что будут смотреть на украинцев как на богов, да, то есть вот они вот эльфы, орки, ну вот это все, это 22-й, 20... А так и было поначалу, кстати. Ну, то 22-й, 23-й год, это вот все там, Толкина туда давайте добавим. Но произошел какое-то вот прокручивание, да, механизм не сработал, и произошел какой-то абсолютно другой момент. Сейчас вот эти там, громкие и великие, а по-настоящему их там превозносили и поднимали наверх, ну, там, например, хорошие русские, да, вот такой термин. Ну, вот эти всякие там Невзоров, которые с украинским паспортом, какие-то там Ходорковские, какие-то антивоенные комитеты, сейчас оказываются в каком-то, ну, вот, в каком-то таком очень странном положении, да. Нет, конечно, может Фейгин выйти и у Бацмана рассказать о том, что армия Навальной войдет на территорию Российской Федерации, освободит Кремль, и, ну, вы поняли, да? То есть, вот это, да, и будет денавальнизация, пройдет минут за 5. Ну, вот так вот. И раз, так и все, и как бы все, и Россия поменяется, и перестанет быть той Россией, которая сейчас. Смена режима произойдет. Можно, конечно, эти сказки верить в них, можно их там как бы иметь в виду, но проблема в том, что появились и такие же украинцы. Смотрите, то есть Дудь сделал гениальное интервью с Иваном Дорном. Гениальное. Причем Иван Дорн, который за Украину, который, ну вот, ну по-настоящему, он музыкант, он далек от политики, он говорит, нет, ну понятно, что там у него, ну как бы родственники, и, собственно, он сам, да, вот вынужден был уехать, и сейчас как бы скитается. Причем у него там серия интервью, там Киев Стоунер, сейчас Дорн, понимаете, и я вот просто вижу откровенные параллели с людьми, уехавшими в свое время из России, и людьми, которые уехали из Украины.
Я сейчас не беру там каких-то отъявленных политических, даже тех же творческих людей, каких-то других людей. То есть модель отношений, она практически идентичная. Там россияне их исключают, там списки экстремистов, иноагентов и всего остального. Украинцы тут под санкции или просто кэнселинг, да, то есть это плохой, там, Дорн плохой, он там когда-то давал интервью, он там высказывался, не так, все, убрали. И вот в этом, может быть, и есть ключик для дальнейшему примирению. Я вот все-таки, на такие более высокого порядка темы хочу обсудить, темы такого общества. Ведь фактически смотрим-то друг друга как в зеркало, да, вот эти, пускай через прицел автомата или какого-то другого оружия. Смотрите, Саш, тут я все-таки не соглашусь по поводу идентичности. Смотрите, разница очень существенная. Во-первых, вот тот же берем деятелей украинского шоу-бизнеса сначала. Они были в основном, получили основной свой гешефт в России за счет известности в России, не на Украине, именно в России. В отличие от деятелей российского шоу-бизнеса, которые в России основную свою известность тоже получили. Первая база. Вторая. В отличие от украинских деятелей шоу-бизнеса и культуры, вот российские, наиболее ярким примером, хрестоматийным можно считать ту же Аллу Борисовну Пугачеву, они конкретно были у кормушки властной на протяжении десятилетий. Чего не скажешь об украинских деятелях шоу-бизнеса. Они были не на властных бабках, а на бабках олигархата. Вот. Вторая большая разница. То есть эти были именно шуты при государстве, а эти были шуты при... у нас сказали в 90-е семей банкирщина, у нас ее ликвидировали, а просто на Украине эта модель осталась, как у нас была семибанкирщина. Это второй момент. И третий момент, насчет Дорна конкретно скажу, вне политики, но за то, что ему Юра Бардаш предъявил за одну его песенку, где звучит де-факто призыв убивать русских, но это как-то не очень сказать, чтобы он совсем уж был отстранен. Не скажешь так. И он очень хорошо как раз иллюстрирует тему, что тот же Дорн-то, он-то преимущественно в России был востребован. И, кстати, бежал он, по сути, не от войны, а от собственных рагулей, которые его, на чем свет стоял, еще до того, как началась специальная военная операция, большая война, поносили, почем свет стоит, и он же сам рассказывал, как они шкерились по разным площадкам, извините за жаргон, по разным площадкам, меняли время выступлений, потому что знали, что сейчас приедет радикальная кастрюля и устроит массовые беспорядки. Он преследуем был там же, как бы он за Украину, которая его преследовала на протяжении огромного количества времени. И поэтому сказать, что он украинский артист в данном случае, я бы так не сказала, это был российский артист. В России его любили, его никто не преследовал, рагули за ним по концертам и клубам не бегали, и бежал он на самом деле от рагулей, а не от войны. Вот еще в чем большая разница. Так многие... А наши кадры... А наши фигуранты, которые сидели на госкормушках, Аллу Борисовну мы уже конкретно рассматривали, у них было ощущение, что они не шуты при власти, а что они сама власть. И когда до них дошло, что они властью не являются, и по щелчку пальцев, как Алла Борисовна раньше решала вопросы, где строить театр, где не строить, там помпезные интервью разные на том же «Бродячем дожде» Ксении Анатольевне Собчак, как она хвасталась, как чиновников из московской мэрии увольняли вот так вот по звонку по ее. То есть она-то себя властью полагала, понимаете, в чем дело?
А вот у украинских деятелей шоу-бизнеса, вот в чем еще разница, такой иллюзии не было. Они себя властью не полагали. Они как раз понимали, что они деятели культуры. В этом смысле там у них гораздо больше честности, между прочим. А Адорно – это отражение того, каким он на самом деле был артистом. Он был российским артистом. Ну, и он был нашим общим артистом, скажем так. Но сказать, что он украинским артистом был, этого сказать нельзя, потому что его же Украина и преследовала. Вот Ну, в чем дело. это, кстати, очень хорошая формулировка ваша, что так многие вот все спрашивают, а чего украинцы уезжают, чего они там, ну, там не остаются. Так они бегут действительно не от войны, даже не от вот этого там, хотя массовость, конечно, шкалит, и тяжелые эти случаи, когда, например, там прилетает дрон, убивает семью в погребах, это под Киевом, да, а они там, ну, женщина родила ребенка только полгода с племянницей 12-летней. Они специально выбрали, ну, послушались же советов, да, что в селе лучше. А село, как бы, какое ближайшее? Оно там совсем рядом. То есть, на левом берегу, возле Киева, это населенный пункт, там просто, это считай Киев. Да, но в селе как бы проще. Они поехали в село, и дрон прилетел прямо в их окно. То есть, даже несмотря на эти тяжелые истории, да, с прилетами, убийствами, что генерирует война в тылах воздушная, все равно убегают, вы правы, не от этого, не от войны. Не от боевых действий, не от ракет, не от дронов, не от каких-то... А убегают именно от рагулей. То есть, тут тоже есть такой общий момент. Я бы хотел с вами обсудить историю. А нам, знаете, ну, вот именно с вами хотел обсудить историю. Значит, есть такая журналистка Дарина Трунова, украинская. Она публикует и просит... Ну, крик был, да, вот... о том, чтобы распространить, чтобы больше людей узнали. Значит, друзей ее, сына, там, Олега и Ларисы мобилизовали. Ну, как можно сказать, бусифицировали, да? Он позвонил родителям, сообщил, что ему нужно привезти вещи, передали их сразу же на следующий день. В это время он проходил медкомиссию. Следующий день, значит, ему позвонили с больницы и сказали, что у него закрытая черепно-мозговая травма, настолько серьезная, что пришлось делать трепанацию черепа. Что случилось? Сказали, упал. Как, почему, вообще ничего не сказали. В общем, результат вот такой мобилизации. Сын моих друзей, пишет эта девушка, в коме в больнице. Шансов выжить очень мало. Сегодня, это вчера, да, случилось. Ну и вчера вечером уже, сегодня сообщила, он умер, этот парень. Ответ киевского ТЦК. Вниманию общественности, в сети распространяется манипулятивная информация, значит, кто-то побил человека, значит, это искривленное, в общем, недостоверное. Сообщаем, что после ВЛК этого гражданина отправили для прохождения службы в одну из военных частей, где после обязательного проведения медосмотра у него его зачислили в часть. Информация о том, что его побили, это неправда. В общем, все вранье и так далее. Смотрите, зачем, вот что я предлагаю обсудить? Ведь это страна войны, которая вот впоследствии она вылезет боком. Потому что и эта журналистка, и эти ее знакомые, чей ребенок умер в больнице от комы и трепанации черепа, они же будут дальше жить. Они же будут дальше смотреть на эту войну по-другому. А это непоправимая утрата. Ну, представьте, да, был сын и нет сына. Да, вот буквально считанные дни решили этот вопрос. И вот эта страница, вот это похабного вот этого издевательства над человеческим сознанием, что вот, был человек, а вот его могила. Да? Она еще как бы исторически проиграется. И тяжелейшие вот эти... Это просто один из случаев. И таких случаев сотни по стране, там, ежедневно, еженедельно, в общем, и так далее. Откуда это берется в украинцах? Как это вообще повлияет на
то, что мы с вами неоднократно обсуждаем и, ну, вот как бы намечаем, стратегируем как окончание войны, как вам кажется? Ну, это травма. Знаете, это такой внутренний какой-то заградотряд получается на самом деле. Такой внутритыловой и наиболее жестокий. И иногда кажется, когда глядишь на такие ужасные случаи, что у человека на войне как раз больше шансов выжить, чем в тылу, убегая от беспредельщиков из ТЦК и им подобных. Здесь, когда жизнь все-таки в мирное русло выйдет, а это, я повторюсь, возвращаясь к началу передачи, что эти процессы могут начаться только тогда, когда случится новая операция «Багратион», которая фундаментальный сдвиг обеспечит в этих процессах, тогда уже по принципу домино начнут вскрываться и вот эти нарывы тоже. Здесь уже сначала будет знак тождественности между, как они считают, Россией агрессором и внутренними вот этими товарищами. Как мне представляется, уже знак тождественности есть. Особенно у тех, кто непосредственно столкнулся с этими беспредельщиками. Столкнулись прямо или косвенно, наверное, уже абсолютно все. Или там, ну, высокий процент, скажем так. Потом уже начнут перевешивать эмоции не в пользу, так сказать, вот этих вот товарищей, которые якобы обеспечивали какие-то мобилизационные мероприятия. Ну, потому что это откровенное преступление. И мне, как у нас говорят, тюрьма народов, Мордор и так далее. Но мне крайне тяжело себе хотя бы приблизительно такой эпизод представить у нас, чтобы это еще и массовый характер имело. Ну, мне очень трудно это представить. И это был бы очень большой общественный резонанс, причем вышли бы об этом рассказывать не какие-нибудь бродячие дожди, просто имея в виду, как у нас это обычно бывает, если что-то такое происходит, не такого порядка, а что-то из ряда вон выходящее там раз в год может произойти. Об этом говорят у нас, вся наша пропаганда об этом говорит, причем так показательно, чтобы подчеркнуть, что для нас это не норма. И ну, это может во многом лицемерно, но тем не менее. Про это не одиозные пропагандистские радио «Свобода» рассказывают, которые придумывают, как деколонизовать Северный Кавказ. А вполне себе центральный сигнал, как экстремист-террорист Арестович изволит выражаться в плане пропаганды. Поэтому здесь неизбежно, когда процесс внешний будет подходить к мирному концу, а к мирному концу мы уже обозначили, что может стать триггером. И подчеркиваю, не территории. Тут только смена людей, принимающих решения, с последующей сменой нарратива публичного и политического нарратива, который тут даже без иллюзий в нейтральность играть больше не получится. Процесс будет постепенный перехода, но нейтральность это вот к чему приводит, мы видим. Но так же, как и Россия не может быть нейтральна к Украине, тоже и к Беларуси Россия не может быть нейтральной, и Беларусь не может быть нейтральной к России и Украине. Кстати, Басько об этом говорит, и он все вовремя понял, и там уже разночтений не имеется. И тогда уже по принципу домино будут решаться уже вот эти вот проблемы, которые возникли в результате этого страшного конфликта. Это тоже эхо войны, но другой вопрос. Здесь уже знаете, иногда такое ощущение, что действуют уже до такой степени радикально вот эти элементы системы, что система как будто действительно сама себя уже пожирает, и, как говорится, вот как эта оторванная рука без подпитки, которую дядя Сэм держит, она продолжает гнить, ее же от тела оторвали, она от этого не оживает, она наоборот убирает. Это ощущение, что они хотят как будто даже на каком-то внутреннем уровне через вот это колесо перемог из рад, совмещенное вот с такими вот действиями античеловеческими против своего же народа, который, как они рассказывают, они защищают,
Вот они вот к этой скорейшей смерти, завершению уже стремятся, показав до такой степени античеловеческие свои проявления, чтобы на это нельзя никак, что на это нельзя, чтобы на это нельзя было не реагировать вполне однозначным образом, в первую очередь людям, которые живут на территории Украины, даже будучи вот в этой вот конструкции пропагандистской, вполне конкретной. То есть это вещи, которые нельзя игнорировать, если это в каждом дворе происходит. Ну, вы Ладно, это знаете, бы тут... российское ИПСО бы 10-15 случаев нашло и крутило бы с утра до вечера по Первому каналу. Но это же происходит в каждом дворе ежедневно. Хоть что ты по зомбоящику включи по этому моноэфиру, ты в окно выглядываешь, у тебя вполне конкретные вещи происходят. Ну, это тот случай, когда уже пропаганда, конечно, она эффективна, 95-й квартал хороший пропагандист, но даже они не могут, так сказать, вот эту тему нивелировать. Как будто вот система, она сама себя уже кричит: убейте меня скорее. Да, и вы знаете, тут так выглядит. как бы убейте меня скорее, но тут же очень важен вот этот человеческий фактор. Это очень, ну, с точки зрения украинца, это такая экстремистская мысль. Но она все равно овладевает все большим и большим числом голов. Это месть. Месть. И у нас же как в Украине заведено? Надо вот стукануть, доносы, да, вот эти, ну, скажем. И, ну, условно, я думаю, что эти родители, которые потеряли своих детей, не на войне, не которых русские убили, а которых убили вот эти украинские, понимаете, они будут рукоплескать и желать, чтобы пришла условно российская власть, и вот этого ТЦКшника, убившего ее ребенка, они сдадут, напишут донос, и чтобы он понес наказание. А какой там флаг, какие там нарративы, какие там потужные... То есть люди... Это на самом деле боль, которая транслируется, которая накапливается и может привести к очень неожиданным вообще поворотам историческим. Это историческая боль страны. И когда все так... Ну, все же как бы учили историю в школе. Там немножко по-разному. В России, в Украине. Но был период, когда примерно одинаково. Я имею в виду начало прошлого века. И все так удивлялись. А куда делась УНР? Да, там, а почему вот эти люди, которые на всей территории Украины, на всей территории УНР тогда, да, они там приняли советскую власть. Ну, большинство территорий. Ну, вот как так получилось? Да вот так и получилось. Да, потому что эти проходимцы, да, зацепили за живое, и было уже абсолютно многим все равно, но лишь бы вот этих наказали, раскулачили, ну и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? То есть это нельзя сбрасывать со счетов. Да, я согласна, но я бы даже не с УНР бы начинала рассматривать вот этот феномен, а с восстания Хмельницкого. Надо начинать с 17 века. Там наиболее ярко все отображено как раз. Это восстание Хмельницкого, и там есть ответы на все вопросы. Прямо восстание Хмельницкого. Поэтому... И, кстати, еще один эпизод исторический, доказывающий мой тезис о невозможности нейтральности. И о невозможности ставить знак равенства между Западом и России в случае с Украиной. Ну, так же, как и каждый наш гражданин может. А про человеческий фактор, ну, вот я как, скажем так, пилот-любитель, ну, любитель авиации, про человеческий фактор. Мы же, когда рассматриваем даже какие-то авиакатастрофы, на такую метафору себе позволю. Машина может быть очень исправной. Она может быть трудная в управлении. Там, как Туполев Ту-154, сколько было катастроф, потому что трудный в управлении с тяжелой задницей, потому что 3 двигателя, и опасностью выйти за критические углы атаки и свалиться в штопор. Но это не значит, что плохая машина, просто управлять люди ей либо не умели, либо совершили ошибки фатальные, из которых Туполев не выходит. Туполев не выходит из плоского штопора. 154-й. Никогда, никак. То же самое и здесь.
мне кажется, летим мы в самолете. Надеюсь, что у него характеристики лучше, чем у Ту-154. Потому что новые лайнеры, мы же хоть и старый, но модернизированный лайнер. Если уж мы в сваливании допустили помпаж двигателей и уже в сваливание пошли, все-таки шансы сваливания выйти есть. Даже когда 1,5 витка в плоском сделали, тоже есть шанс запустить двигатель, штурвал от себя, и выходим из сваливания, летим дальше. И только надо, чтобы профессионалы были за штурвалом, которые, если и допустили ошибку, смогли оперативно ее исправить. Вот в этом случае я думаю, что все-таки эпоха нам подтвердит, что мы вот в таком лайнере летим. Иначе мы бы свалились еще не дожив даже до 1480 года, и не было бы никаких великих свершений и консолидаций, и объединений, и империй, и ничего бы этого не было. И так бы мы в штопор бы давно свалились бы и грохнулись, и ничем хорошим для нас это не кончилось. Но история показывает другое. Можем попасть в болтанки, в сваливание, но из них как-то выходим все-таки. А потом чиним машину, летим дальше. Ну, И такой я думаю, что будет спорный вот так. спорный в своей оптимистичности финал нашей беседы. Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Спасибо, друзья. Ставьте лайк. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста. Напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света.